Вилла из тростника в сердце джунглей своими руками и всего за несколько дней. Звучит заманчиво, не правда ли? Многие блогеры показывают, как создают такие жилища из подручных средств. Некоторые заверяют, что строят мини-дворцы без какой-либо техники. Но, как оказалось, не все говорят правду. Сегодня мы разоблачим ютуберов, которые выдают созданный большой командой проект за так называемое примитивное строительство. У зрителей продолжают пользоваться популярностью каналы на ютубе, посвященные выживанию в дикой природе и строительству жилищ. Они привлекают миллионы зрителей захватывающими роликами о возведении сооружений в джунглях и других экстремальных условиях. Строительство дома – задача сложная сама по себе. Но представьте себе, никаких экскаваторов, бетономешалок, грузовиков. Только вы, джунгли, ручной труд и несокрушимая сила воли. Именно такой подход демонстрируют создатели YouTube-каналов, посвященных строительству вилл в джунглях без использования техники. Мы видим, как создатели каналов рубят деревья, обрабатывают бревна, плетут стены из тростника, изготавливают кирпичи из глины. Каждая деталь дома – результат многочасового физического труда и изобретательности. Нахождение в джунглях сопряжено с многочисленными опасностями от ядовитых растений и насекомых до непредсказуемых погодных условий. Физический труд требует огромных затрат энергии и выносливости. При просмотре таких роликов зритель удивляется выносливости и находчивости героев. Но кто же запустил моду на такие видео? Когда говорят о первопроходцах в создании подобного контента, называют имя Джона Планта. Миллионы смотрят, как Джон Плант на своем канале Primitive Technologies воспроизводит жизнь в каменном веке. Австралийский ютубер показывает создание строительных инструментов и возведение сооружений из природных материалов. Первые видео он начал выкладывать около 10 лет назад. В настоящее время число его подписчиков близится к 11 миллионам. Он подробно рассказывает зрителям, как возводит различные постройки, раскрывая свои секреты. Я построил эту хижину с черепичной крышей в кустарнике, используя только примитивные инструменты и материалы. Инструменты, которые я использовал, были сделаны в моих предыдущих видео. Следует отметить, что я не живу в дикой природе и что это всего лишь хобби. Для большинства должно быть очевидно, что это не убежище для выживания, а эксперимент по примитивной строительной технологии, говорится в описании к одному из роликов Джона Планта. Он пояснил, что применил для рубки дерева кельтский каменный топор, который сделал сам. Чтобы носить воду, он использовал горшки, а огонь развел с помощью палочек. Также Джону пришлось соорудить сарай для хранения дров и сухой необожженной черепицы. Блогер рассказал, как построил деревянный каркас, основная часть которого была скреплена полосками тростника. Также он поведал, как сделал крышу и укрепил конструкцию. Через пару лет после начала съемок Джон купил новый участок, чтобы снимать на нем видео о первобытных технологиях. Новая местность – это густой тропический лес с непересыхающим ручьем. Блогер начал все с нуля, подробно рассказывая о каждом шаге. Его кропотливая работа вызвала немалый интерес у пользователей. Подобный контент преподносят и другие блогеры. Давайте разберемся, все ли они честны со зрителями. Порой за впечатляющей картинкой и подробным описанием сложно заметить улики, которые вызывают подозрения в отношении блогеров. В погоне за популярностью некоторые ютуберы выдают свои ролики о строительстве в джунглях за правду. Разберемся на конкретных примерах. Среди многочисленных YouTube-каналов этого жанра особое внимание заслуживают азиатские каналы Survival Builder и Jungle Survival. Хотя они появились на платформе позже, чем канал Primitive Technology, о котором я рассказал ранее, темпы роста их аудитории значительно выше. В отличие от аскетичного подхода Primitive Technology, камбоджийские блогеры демонстрируют более зрелищные строительные проекты. Они сооружают подземные жилища, напоминающие мини-дворцы, бассейны с самодельными системами водоснабжения, виллы из бамбука и другие сложные конструкции. Однако при параллельном просмотре Primitive Technology и азиатских аналогов сразу же обращаешь внимание на разницу в концепции ведения каналов и частоте публикаций. Строительство и отделка дома у австралийского блогера заняли гораздо больше времени, чем у его камбоджийских коллег. При просмотре роликов можно обратить внимание на то, что строительство сооружений, показанных на азиатских каналах, часто происходит с невероятной скоростью, не соответствующей трудоемкости подобных работ. Последователи Джона Планта выпускают несколько видео в месяц с различными проектами. Даже учитывая, что камбоджийские команды Jungle Survival и Survival Builder состоит из 2 человек, а не из одного, как у Джона Планта, количество и качество контента вызывают вопросы. В одном из видео сначала показан лишь начальный этап работы – разметка палкой. Затем зрителю демонстрируют уже готовый результат. Человек сидит в огромной яме. Часть процесса пропущена, что вызывает сомнения в честности контента.
Ну а если вы не планируете строить дом сами, но желаете получить качественное, современное и визуально привлекательное жилище, обратитесь к профессионалам из производственного объединения «Система». Это ведущее производственное предприятие с полным комплексом работы и услуг от проектирования модульных зданий и домов различного назначения, любой степени сложности, до разработки дизайн-проектов, включая и внутреннюю отделку. Ребята дают гарантию на свою работу, что очень важно в наше время. Вернемся к нашим каналам, которые убеждают зрителей, что люди, находящиеся в кадре, делают все без посторонней помощи. Еще один вопрос связан с вывозом грунта. Те, кто хотя бы раз в своей жизни копал яму на стройплощадке или своем приусадебном участке, знают, что это трудоемкий процесс. Даже с помощью строительной техники это потребует временных и финансовых затрат. Мы помним, что строят дом всего 2 человека. Они не используют машины и делают все сами, а нести грунт вручную — задача, требующая больших усилий и времени. В роликах вышеупомянутых азиатских каналов этот процесс не освещается. Возникает закономерный вопрос, который волнует не только бывалых землекопов, но и просто любознательных зрителей. А куда же девается вся эта земля? Видеоролики, как правило, сосредоточены на самом процессе строительства, и этап вывоза грунта упускается. Создается впечатление, что земля попросту исчезает, оставляя после себя идеально ровное основание под будущую постройку. Мы видим выкопанную яму или подземный дворец, восхищаемся созданной постройкой и не обращаем внимания на эту деталь. А за кадром блогерских шедевров скрываются, вероятно, некоторые подробности логистики, которые зрителям по какой-то причине не рассказывают. У зрителей возникают и другие вопросы, например, о том, как строители в роликах делают скрепляющий раствор, без которого невозможно возведение некоторых построек. Получение цемента — сложный технологический процесс, требующий дробления и обжига известняка и глины в строго определенных пропорциях и фракциях. Это понимает любой специалист в области строительства. Несколько лет назад западные медиаплощадки задались вопросом о том, насколько правдоподобны такие ролики. Один из блогеров попросил отозваться кого-нибудь, кто работал над созданием контента о строительстве в джунглях. Отклик не заставил себя ждать. Блогер подтвердил информацию анонимного источника, сославшись на похожие расследования других каналов. Оказалось, что анонимный докладчик — оператор одного из шоу о выживании. Он работал на площадке и видел все своими глазами. Мужчина раскрыл секреты кухни таких проектов, где виллы из бамбука вырастают словно по волшебству. В том числе он рассказал об особенностях технологического процесса и реальном количестве работников. Некоторые догадки скептиков подтвердились. Существуют доказательства, свидетельствующие о том, что часть работы выполняется нанятыми сотрудниками вне кадра. Это создает впечатление самостоятельного выживания и умения строить сложные конструкции с ограниченными ресурсами, что является явным обманом зрителей. В кадре мы видим лишь 2 человек, однако в реальности дело обстоит иначе. По свидетельству источника, команда канала насчитывает от 7 до 10 человек, включая операторов, архитекторов и других специалистов. Блогерам удалось поймать создателей контента на горячем. Вот так выглядит стройплощадка с высоты. С такого ракурса хорошо видно, что людей на проекте гораздо больше, чем предполагают подписчики. Еще одна тайна, которую раскрыл анонимный источник, связана с проведением инженерных коммуникаций. В некоторых роликах мы видим, как в идеально ровный бассейн вода поступает по стеблям бамбука. Такой способ известен с древности. Бамбук обладает высокой прочностью и хорошей гибкостью, а его стебли достигают огромной длины. Они полые внутри, что позволяло использовать их как трубы. Но, как оказалось в роликах о строительстве в джунглях, никакого водопровода из бамбука не существует. На самом деле транспортировка воды осуществляется куда более приземленным способом. Для доставки используется спецтехника. Идеально чистая и голубая вода в этих резервуарах часто вызывает недоумение у зрителей. Прозрачность воды является следствием использования именно цистерн, а не каких-либо невероятных систем водоснабжения из бамбука. Таким образом, масштабный водопровод, по которому вода доставляется издалека, это всего лишь видимость. Но смотрится эффектно, согласитесь? Так и хочется повторить приемчик у себя на даче. А теперь вишенка на торте. Около 70% всех работ по раскопке приходится на долю техники. Основным инструментом здесь выступает экскаватор с ковшом. Следы техники порой видны на площадке. Однажды экскаватор засветился, но его даже не удосужились убрать подальше от общих планов. Расскажу еще один секрет. Анализ аэрофотосъемки показал, что вблизи объекта находятся свалки строительного мусора. Кучи глины, смешанные с цементными мешками, проволокой, арматурой и другими отходами. Это говорит о том, что для строительства использовались материалы, которых не было в кадре. Также возникают вопросы к экологической составляющей. Возведение сооружений с использованием техники может причинять вред окружающей среде. Последствия строительства для флоры и фауны не раскрываются. Почему же некоторые блогеры не раскрывают всю правду зрителям? Нельзя не упомянуть коммерческую сторону данного вопроса. Популярность каналов, подобных Jungle Survival и Survival Builder,
приносит значительный доход от рекламы и спонсорства. Однако при сознательном искажении реальности ради привлечения большего количества просмотров возникает вопрос об этичности такого заработка. Зрители вкладывают свое время и внимание в просмотр контента, основанного на ложной информации. Сам Джон Плант наверняка осведомлен о том, что значительная часть каналов, пародирующих его, являются подделками. Судя по медиапространству, он предпочитает не вмешиваться в этот поток фейков, предоставляя зрителям самим определять, какой информации доверять. Предположу, что Плант осознает, что для некоторых авторов подобных каналов это способ монетизации, превращения усилий в реальную валюту, и не стремится пресекать эту деятельность. Более того, эта ситуация, скорее всего, не вызывает у него никакого беспокойства. Его положение в качестве лидера в своей нише остается незыблемым. Кроме того, будучи бакалавром лесного дела, представьте, в Австралии есть такая квалификация. Плант имеет дополнительные источники дохода. Присутствие фейковых каналов никак не влияет на его лидерские позиции. Также известно, что Джон Плант написал книгу по выживанию в экстремальных условиях. Его творение интересно тем, что все технологии, о которых рассказывает австралиец, испробованы им на себе. В своей книге Джон Плант дает советы тем, кто тоже хочет попробовать сделать инструменты своими руками и построить хижину в джунглях. Он рекомендует соблюдать законы, которые касаются проникновения на частную территорию и охраны природы. При разведении огня нужно быть особенно осторожными. Важно изучить ландшафт и погодные условия, прежде чем попытаться высечь искру. Нужно обратить внимание на скорость ветра и на то, сколько сухого топлива находится поблизости. Может быть, вы создадите кооператив или клуб с единомышленниками, чтобы каждый вносил свой вклад в оплату аренды земли, советует Плант. Он напоминает, что природа может быть суровой. Горячие угли могут стать причиной ожогов. Кроме того, опасность представляют дикие животные. Важно помнить о риске заражения различными заболеваниями через открытые раны или при употреблении зараженной пищи или воды. Также Плант призывает заботиться об окружающей среде. Использовать природные ресурсы нужно ответственно. Всегда важно оставлять достаточно растений и животных для роста и размножения, чтобы они радовали следующие поколения. И все же, что не так с каналом Джона Планта? Хотя работы Джона Планта могут казаться реконструкцией древних технологий, это не совсем так. Плант не стремится воссоздать конкретную историческую культуру, а скорее применяет современные знания для решения задач, используя примитивные методы. Даже когда он использует древние технологии, результат часто выглядит неожиданно современно. Рассмотрим изготовление керамики методом шнурового налепа. Хотя сам метод исторически достоверен, форма сосуда — банка с прямыми стенками, весьма современна. Такая рациональная с современной точки зрения форма отсутствует в археологической летописи. Современное мышление автора проявляется в отсутствии традиционных орнаментов и ритуальных элементов. В итоге мы имеем функциональную банку, лишенную исторических параллелей. Общий подход Планта — сочетание примитивных ресурсов с современными знаниями. Это направление популярно в современной постапокалиптической литературе. Герои могут выживать в суровых условиях благодаря умелому применению научных принципов для создания примитивных, но эффективных технологий, самодельных водяных мельниц, динамо-машин и тому подобного. Этим и интересны подобные ролики, ведь их авторы — наши современники, а значит близки нам. Давайте разберемся, в чем же причина популярности видео о строительстве жилья и выживании в джунглях. Интерес к таким шоу имеет глубокие психологические корни, выходящие далеко за рамки простого развлечения. Это связано с нашей эволюционной историей, базовыми человеческими потребностями и желанием испытать захватывающие эмоции в безопасной среде. Мы, как цивилизованные люди, лишены необходимости бороться за выживание на ежедневной основе. Джунгли представляют собой экстремальную среду, которая активирует наши примитивные инстинкты выживания. По мнению психологов, наблюдая за участниками, мы безопасно проживаем опыт, который в реальности был бы для нас слишком опасен и сложен. Это своеобразная симуляция, позволяющая испытать адреналин, страх и удовлетворение от преодоления препятствий, не подвергая себя реальной угрозе. Мы делаем выводы о собственных сильных и слабых сторонах, сравнивая себя с участниками, размышляем, смогли бы мы сделать то, что делают они. В-третьих, шоу о выживании задействует наше стремление к познанию и исследованию. Мы узнаем о различных методах выживания, о растительном и животном мире джунглей, о способностях человеческого организма. Это удовлетворяет наше внутреннее любопытство и желание расширять свои знания о мире. Также нельзя не отметить роль развлечения и эмоционального удовлетворения от просмотра такого контента. Однако, как мы помним, не все блогеры честны со своим зрителем. Фейковое строительство вилл — это не единственный
единственный тип контента, которым могут попытаться обмануть подписчиков. Еще одна популярная ниша – тестирование комплектующих. И здесь тоже нужно держать ухо востро. Крупным медиа и популярным блогерам легко получить компоненты для обзоров, у них налажены связи с производителями. Авторам же небольших каналов приходится обходиться собственными средствами, приобретая комплектующие за свой счет, либо обращаться за помощью к знакомым и подписчикам. Так, у одного малопопулярного канала за несколько недель в обзорах предстала линейка видеокарт и процессоров. В таких роликах могут отсутствовать описание тестирования и само видео процесса. И здесь закономерен вопрос. На самом ли деле все комплектующие есть на руках? Вам наверняка попадалось видео о рыбалке, где мужчина выливает странную смесь из колы в ямку в земле, после чего оттуда выпрыгивает огромная рыба. Конечно, поймать никого таким способом на самом деле не удастся, так можно лишь испортить хорошие продукты. На самом деле, по соседству с выкопанной лункой есть еще одна, где и содержатся рыбы. После того, как мужчина в кадре разбивает в яму яйцо, заливает колой и приправляет все ментосом, его помощник загоняет рыбу в лунку, из которой бедное существо выпрыгивает на поверхность. О том, как был проделан такой трюк, говорилось в описании к одному из таких роликов. Правда, затем эти комментарии были удалены. Мое видео подошло к концу. Надеюсь, я напомнил вам о важности критического мышления. Да, многие каналы привлекают большую аудиторию своим захватывающим контентом, но некоторые строят свою популярность на искажении реальности, и только зритель решает, верить или нет.